что происходит, когда самые востребованные актеры турецкого экрана одновременно замолкают. Не один, не два, сразу 4. Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Джан Яман, Диmet Özdemir. Имена, которые еще вчера не сходили с афиш и обложек. А сегодня тишина. Странная, почти пугающая тишина. И вот что интересно. Новостей вроде бы много. Фотографии в соцсетях, интервью, выходы на мероприятия. Но если присмотреться внимательнее, за всем этим шумом скрывается одно большое отсутствие ни одного нового проекта. Ни одной подтвержденной роли. Ни одного анонса, который заставил бы фанатов считать дни до премьеры. Знаете, что самое странное? Это происходит не с новичками, которым еще нужно доказывать свою ценность. Это происходит с теми, на ком годами держались рейтинги и кассовые сборы. С теми, кого продюсеры буквально вырывали друг у друга из рук. И вдруг все они одновременно делают шаг назад. Совпадение? Возможно. Но когда 4 ключевые фигуры индустрии синхронно берут паузу, это уже не похоже на личный выбор каждого. Это похоже на симптом. На сигнал, который пока никто не хочет озвучивать вслух. Вот что никто не расскажет вам в обычных новостях, за красивыми формулировками о творческом поиске и ожидании достойного сценария может скрываться совсем другая история. История о том, что турецкая индустрия сериалов переживает момент, который изменит правила игры для всех. И чтобы понять, что на самом деле происходит за кулисами, нужно разобрать каждую из этих историй по отдельности. Потому что именно в деталях прячется правда, которую не хотят замечать. Начнем с актрисы, вокруг которой сейчас больше всего вопросов и меньше всего ответов, с Ханде Эрчел. То, что она делает последние недели, выглядит как идеально выстроенная стратегия. Но чем дольше на это смотришь, тем больше возникает ощущение, что за этой стратегией скрывается что-то совсем другое. Ханде Эрчел в эти дни снова в центре внимания. Ее обсуждают, ее фотографии разлетаются по сети, ее образы разбирают модные блогеры. Но вот парадокс, обсуждают ее не из-за новой роли. И именно это настораживает больше всего. Буквально на днях Ханде Эрчел появилась на презентации косметического бренда в Стамбуле. Роскошное розовое платье, безупречная укладка, десятки камер. Она улыбалась, общалась с журналистами, выглядела абсолютно уверенной в себе. Идеальная картинка. Но за этой картинкой ни слова о съемках, ни намека на новый проект. Знаете, что она сказала в интервью? Цитирую близко к тексту: «Пока не вижу себя ни в одном из актерских проектов. Вернусь, когда появится что-то, что действительно зацепит». Звучит как осознанный выбор сильной женщины, которая знает себе цену. Но давайте посмотрим на это под другим углом. Когда актриса уровня Ханде Эрчел, а мы говорим об одной из самых коммерчески успешных звезд страны, публично заявляет, что не видит для себя подходящих ролей, это автоматически ставит под вопрос все, что сейчас предлагает рынок. Либо Ханде Эрчел стала настолько избирательной, что ни один сценарий не дотягивает до ее планки. Либо, и вот это уже тревожный звонок, выбирать действительно не из чего. Вот что еще бросается в глаза. Ханде Эрчел все чаще бывает в Лондоне. Официально учит английский, развивается, расширяет горизонты. Красивая формулировка. Но в индустрии такие шаги редко бывают просто про саморазвитие. Когда актриса начинает вкладывать время не в съемки, а в подготовку к жизни за пределами своего рынка, это почти всегда означает, что внутри этого рынка что-то сломалось. И еще один момент, который многие упускают. Ханде Эрчел сейчас все чаще сравнивают с коллегами. Журналисты спрашивают ее о Dimet Özdemir, о конкуренции, о том, кто на кого похож. Знаете, как она реагирует? Холодно.
почти отстраненно. Мы все разные люди. У каждого свой путь. Я не заморачиваюсь такими вещами. Это не похоже на человека, который переживает из-за слухов. Это похоже на человека, который заранее решил не играть в чужие игры. Ханде Эрчил сейчас выглядит как шахматист, который убрал фигуру с доски и наблюдает за партией со стороны. Она не исчезла, не ушла в тень. Она просто перестала делать ходы. И главный вопрос – это временная пауза или начало совсем другой игры? Но пока Ханде Эрчил выбрала молчание, есть актер, который пошел ровно противоположным путем. Он не замолчал, он, наоборот, начал говорить. Много, откровенно, почти исповедально. И вот что странно, чем больше он говорит, тем меньше мы понимаем, что будет дальше. Барыш Ардуч сейчас делает то, чего от него никто не ожидал. Вместо того, чтобы анонсировать новый проект или хотя бы намекнуть на грядущие съемки, он раздает интервью. Одно за другим. Глубокие, философские, почти терапевтические разговоры о жизни, профессии и внутренних изменениях. Буквально на днях Барыш Ардуч стал гостем программы AB Talks, того самого шоу, где знаменитости раскрываются с неожиданной стороны. И он действительно раскрылся. Говорил о профессиональном становлении, о том, как менялось его отношение к славе, о цене популярности. Размышлял о границах, о выборе ролей, о том, что для него важно сегодня. Звучит красиво, правда? Зрелый актер, который не гонится за количеством проектов, а ждет чего-то настоящего. Но вот что никто не говорит вслух, за всеми этими откровениями нет главного. Нет ни одного намека на конкретную работу. Обратите внимание на его формулировки. Барыш Ардуч говорит, что не готов соглашаться на роли, просто чтобы быть на экране. Говорит, что ищет глубину и смысл. Что ждет проект, который будет по-настоящему его. Каждое слово, как из учебника по личному бренду. Но если убрать красивую упаковку, остается неудобный вопрос: а что если достойных предложений просто нет? Вот что интересно. Барыш Ардуч не новичок. Это актер с огромным опытом, с армией преданных фанатов, с репутацией, которая работала годами. Такие люди обычно не простаивают. Им звонят, им предлагают, их уговаривают. И если актер такого уровня публично говорит, что пока не нашел свой проект, это может означать только одно: либо его планка стала недосягаемой, либо рынок больше не может предложить то, что предлагал раньше. И здесь возникает странная параллель с Ханде Эрчил. Она молчит, он говорит. Она уходит в бренды и за границу, он уходит в размышления и интервью. Разные стратегии, но результат один и тот же – отсутствие на съемочной площадке. Знаете, что бывает, когда актер начинает больше говорить о профессии, чем работать в ней? Это почти всегда означает паузу. Иногда добровольную. Иногда вынужденную. И чем дольше эта пауза, тем сложнее из нее выйти. Барыш Ардуч выглядит спокойным. Он не жалуется, не обвиняет индустрию, не транслирует тревогу. Но за этим спокойствием чувствуется напряжение. Потому что философствовать о ролях – это одно. А снова рискнуть, выйти в проект и поставить на кон свою репутацию – совсем другое. Но если Ханде Эрчил выбрала тишину, а Барыш Ардуч – слова, то есть актер, который не стал выбирать ни то, ни другое. Он просто взял и вышел из игры. Полностью. Демонстративно. Так громко, что игнорировать это стало невозможно. И то, что происходит с ним сейчас, меняет всю картину. Джан Яман сделал то, о чем многие его коллеги, возможно, только мечтают. Он не стал ждать, пока турецкий рынок определится с правилами. Не стал объяснять паузы красивыми формулировками.
Не стал играть в игру «Жду достойный сценарий». Он просто перешел на другое поле и начал выигрывать там. В первые дни февраля появилась новость, которая заставила говорить о Джане Ямане всех. Его официально пригласили в качестве соведущего на открытие фестиваля Санремо, одного из самых престижных музыкальных событий Италии. Рядом с ним на сцене будут звезды мирового уровня. И это не эпизодическое появление, не интервью в кулуарах. Это центральная роль на главной сцене страны. Понимаете, что это значит? Джан Яман больше не просто турецкий актер, который иногда появляется в европейских проектах. Он стал фигурой международного масштаба. Человеком, которого приглашают не потому, что он знает язык или готов работать за меньший гонорар, а потому, что он сам по себе событие. И вот что показательно. Пока его коллеги в Турции рассуждают о качестве сценариев и ждут идеальных предложений, Джан Яман строит карьеру там, где кризис турецкой индустрии его не касается. Там, где бюджеты не режут, проекты не отменяют, а формат строится вокруг личности, а не вокруг ограничений. Но реакция на его успех неоднозначная. С одной стороны, восторг фанатов. Тысячи комментариев, поздравления, гордость за своего актера, который покоряет Европу. С другой стороны, едва скрываемое раздражение внутри индустрии. Потому что каждый успех Джана Ямана за границей – это неудобный вопрос к тем, кто остался. Если он смог уйти, почему другие все еще ждут? Если там есть возможности, почему не все ими пользуются? Что держит остальных? Верность аудитории, страх перед неизвестностью или понимание, что путь Джана Ямана не для всех? Знаете, что еще интересно? Джан Яман почти не комментирует свое дистанцирование от турецких проектов. Он не критикует бывших работодателей, не объясняет, почему уехал, не оправдывается перед фанатами, которые ждут его возвращения. Его молчание на эту тему громче любых слов. Он как будто говорит самим фактом своего присутствия на международной сцене. Возможности есть. Просто не все готовы за них бороться. На фоне осторожных пауз Ханде Эрчел и философских интервью Барыша Ардучи история Джана Ямана выглядит как самый радикальный ответ на кризис. Не ждать. Не объяснять. Не надеяться, что система сама все исправит. Просто уйти туда, где правила другие. Но это путь, который подходит единицам. И пока Джан Яман собирает овации в Италии, есть актриса, которая выбрала совсем другую стратегию. Она не уехала. Она не дает интервью. Она не объясняет, что происходит. Она просто молчит. И это молчание пугает больше всего. Димет Оздемир сейчас делает то, что сбивает с толку всех, она просто исчезла из профессиональной повестки. Ни громко, ни со скандалом, ни с заявлениями о паузе или поиске себя. Она словно растворилась, оставив после себя только красивые фотографии в социальных сетях и полное молчание о работе. В первых числах февраля ее имя снова мелькнуло в новостях. Новые снимки, обновления, которые моментально собрали тысячи лайков и комментариев. Димет Оздемир по-прежнему выглядит потрясающе. Стильные образы, продуманные кадры, визуальный ряд, за которым явно стоит работа целой команды. Но за всей этой внешней активностью нет ни одного сигнала о том, что она где-то снимается. Ни одного упоминания проекта. Ни одного фото со съемочной площадки. Для актрисы, которая еще недавно стабильно появлялась в громких сериалах, это слишком резкий обрыв. И самое странное, она никак это не объясняет. Вот в чем разница между Димет Оздемир и остальными. Ханде Эрчел хотя бы говорит, что ждет подходящий сценарий. Барыш Ардуч раздает интервью о смысле профессии. Джан Яман демонстрирует международные успехи. А Димет Оздемир молчит. Полностью.
Абсолютно. Почти демонстративно. В индустрии есть негласное правило: когда актер молчит, значит, что-то идет не так. Либо переговоры зашли в тупик. Либо предложения есть, но не те. Либо ситуация настолько неопределенная, что любое слово может навредить. Молчание Димет Оздемир подходит под все три варианта. И еще один момент, который делает ее историю особенно интригующей. Димет Оздемир постоянно сравнивают с Ханде Эрчел. Две актрисы одного поколения, обе с огромной фан-базой, обе иконы для своей аудитории. И обе одновременно вне активных съемок. Разница лишь в том, как они это подают. Ханде объясняет, пусть и общими фразами. Димет – нет. Почему она молчит? Версий много. Возможно, ведет сложные переговоры и не хочет спугнуть потенциальный проект раньше времени. Возможно, отказывается от предложений, которые еще год назад приняла бы не раздумывая. Возможно, просто устала от гонки и решила остановиться, не объясняя никому причин. Но вот что парадоксально, интерес к Димет Оздемир никуда не делся. Каждое ее фото разлетается по фан-страницам за считанные минуты. Каждое появление обсуждается так, словно она только что сыграла главную роль в громком сериале. Она не на экране, но она по-прежнему в центре внимания. И это создает странную ситуацию. Как долго можно оставаться популярной, не подкрепляя эту популярность работой? Сколько времени фанаты готовы ждать, прежде чем начнут переключаться на других? Димет Оздемир как будто проверяет эти границы на прочность. И пока держится. Но каждый месяц тишины делает ее возвращение все более рискованным. На фоне всех остальных историй Димет Оздемир выглядит самой закрытой, самой непонятной, самой тревожной. Потому что молчание без объяснений – это всегда знак того, что решения еще не приняты. Или приняты, но озвучивать их пока слишком рано. И вот теперь, когда все 4 линии перед нами, становится очевидно одно – мы наблюдаем неслучайное совпадение. Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Джан Яман, Димет Оздемир. 4 разных человека, 4 разных стратегии, но один и тот же результат. Все они вне игры. Все они в паузе. И все они одновременно. Это уже не про личный выбор каждого. Это про систему, которая дает сбой. Когда один актер берет паузу, это его личное дело. Творческий поиск, отдых, переосмысление карьеры. Нормальная история. Но когда паузы берут сразу 4 ключевые фигуры индустрии, это уже симптом. Сигнал, который невозможно игнорировать. Посмотрите на картину целиком. Ханде Эрчел уходит в бренды и за границу, публично заявляя, что не видит достойных ролей. Барыш Ардуч философствует об искусстве и ждет идеальный сценарий. Джан Яман строит международную карьеру, фактически покинув турецкий рынок. Димет Оздемир молчит так громко, что это молчание слышно всем. Разные пути, один итог. И вот что стоит за этим. Турецкая индустрия сериалов переживает сжатие. Бюджеты урезают. Каналы перестраховываются. Сценарии переписывают не ради качества, а ради экономии. Риски, которые раньше брали на себя продюсеры, теперь перекладывают на актеров. И именно популярные имена оказываются в самой уязвимой позиции. Звучит парадоксально, но это так. Чем выше статус актера, тем меньше у него права на ошибку. Если проект с участием звезды первой величины проваливается в рейтингах, виноватой окажется не концепция, ни сценарий, ни режиссер. Виноватым окажется лицо на постере. И Ханде Эрчел это явно понимает. Барыш Ардуч тоже чувствует эту ловушку. Димет Оздемир, возможно,
ведет самые сложные переговоры из всех, пытаясь найти проект, где риск будет оправдан. А Джан Яман просто вышел из уравнения, не дожидаясь, пока система начнет диктовать ему условия. Вот что происходит прямо сейчас за кулисами. Продюсеры ждут, что звезды снизят требования. Звезды ждут сценарии, которые оправдают их статус и защитят репутацию. Каналы ждут гарантий, которых никто не может дать. И в этом тройном ожидании образуется вакуум. Турецкие сериалы годами держались на узнаваемых лицах. На формуле, которая работала безотказно: берешь популярного актера, добавляешь драму, получаешь рейтинги. Но сейчас эта формула дает сбой. Зрители по-прежнему хотят видеть любимых актеров. А актеры все чаще спрашивают себя, стоит ли соглашаться на проект, который не дает ни роста, ни безопасности, ни уверенности в завтрашнем дне. Этот конфликт пока не выносят на публику. О нем не говорят в интервью, его не обсуждают в официальных заявлениях. Но он есть. Он чувствуется в каждой паузе, в каждом уклончивом ответе, в каждом молчании. И самое тревожное, выхода из этого тупика пока не видно. Либо рынок найдет новый язык, новые форматы, новые условия, которые устроят всех. Либо зрители постепенно привыкнут к тому, что громкие премьеры с любимыми актерами – это больше не норма, а редкое событие. Но есть и третий сценарий. Сценарий, в котором кто-то из этих четверых сделает первый шаг. Рискнет. Вернется. И либо докажет, что система еще способна производить хиты, либо окончательно подтвердит, что старые правила больше не работают. И вот здесь история выходит за пределы 4 актеров и упирается напрямую в вас. В тех, кто смотрит сериалы. Кто ждет новых премьер. Кто годами следил за карьерами Ханде Эрчел, Барыша Ардуча, Джана Ямана, Димета Оздемир. Потому что все, что сейчас происходит с ними, определит то, что вы будете смотреть дальше. И будете ли смотреть вообще? Давайте разберем, что может произойти в ближайшие месяцы. И почему каждый из этих сценариев важен. Если Ханде Эрчел вернется на экран, это будет не просто новый сериал. Это будет маркер. Сигнал о том, что рынок снова готов играть по-крупному. Что появились сценарии и бюджеты, достойные ее имени. Что индустрия оправилась и снова способна предложить звездам то, чего они заслуживают. Возвращение Ханде Эрчел с сильным проектом может буквально перезапустить интерес к турецким сериалам. Но если ее пауза затянется еще на полгода, на год, это станет подтверждением худших опасений. Того, что даже самые мощные фигуры больше не видят для себя места внутри системы. И тогда ее пример начнут повторять другие. С Барышем Ардучем ситуация не менее показательная. Его следующий шаг ключевой. Если после всех этих интервью о смысле и глубине он выйдет в действительно сильный проект, это оправдает стратегию ожидания. Докажет, что терпение и избирательность работают. Что не нужно соглашаться на все подряд, чтобы оставаться на плаву. Но если Барыш Ардуч так и останется в пространстве разговоров, размышлений и философии, это будет означать, что осторожность победила. Что рынок окончательно перестал вдохновлять тех, кто еще вчера был его опорой. И что слова о качестве были просто красивым прикрытием для отсутствия реальных возможностей. Джан Яман уже сделал свой выбор. И его история самая противоречивая из всех. С одной стороны, прямое доказательство того, что выход существует. Что можно не ждать милости от родной индустрии, а пойти туда, где тебя оценят по-настоящему. И его международный успех вдохновляет. Но с другой стороны, путь Джана Ямана подходит не всем. Он требует готовности оторваться от корней, потерять часть аудитории, начать с чистого листа в чужой стране. И чем громче звучит его имя за пределами Турции, тем болезненнее выглядит ситуация внутри нее.
а Демет Оздемир остается самой непредсказуемой фигурой во всей этой истории. Именно ее следующий шаг может оказаться самым неожиданным. Представьте, после месяцев полного молчания она внезапно объявляет о новом проекте. Громком, амбициозном, с бюджетом, о котором другие могут только мечтать. Это мгновенно изменит расклад сил и снова подогреет интерес к экрану. Но если молчание Демет Оздемир продолжится, это будет означать, что даже преданная фан-база и стабильная популярность больше не гарантируют уверенного будущего. Что в новых условиях прошлые заслуги весят меньше, чем раньше. Вот что происходит прямо сейчас. Турецкая индустрия сериалов стоит на развилке. Один путь – найти новый язык, новые форматы, новые условия, которые устроят и продюсеров, и актеров, и зрителей. Перезагрузиться и выйти из кризиса сильнее, чем раньше. Другой путь – продолжать это затянувшееся противостояние ожиданий. И тогда зрители постепенно уйдут в режим ожидания редких событий вместо регулярных премьер. Истории Ханде Эрчел, Барыша Ардуча, Джана Ямана и Демет Оздемир – это уже не просто новости о любимых актерах. Это индикаторы. Показатели того, куда движется весь рынок. Их решения в ближайшие месяцы покажут, есть ли у системы будущее, или она окончательно застряла в прошлом. Остается только наблюдать, ждать и надеяться, что кто-то из них рискнет первым. А теперь вопрос к вам. Кого из этих четверых вы ждете больше всего? Чье возвращение на экран стало бы для вас настоящим событием? Пишите в комментариях. Интересно узнать, кто из них для вас важнее всего. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца, это правда важно. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, это помогает каналу расти. Подписывайтесь на «Любовь и мечты», если еще не с нами. Здесь всегда свежие новости о ваших любимых актерах и сериалах. И обязательно напишите в комментариях, кого из четверых вы ждете на экранах больше всего? Ханде Эрчел, Барыша Ардуча, Джана Ямана или Демет Оздемир? Мне правда интересно ваше мнение. Увидимся в следующем выпуске. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.